Всем привет, народ, и наконец-то первое видео в 2019 году. Да, я наконец-то выздоровел. Ну ладно, почти выздоровел, но в любом случае я уже могу записать видео, и я его записываю, потому что месяц не было видосов, и думаю, пора бы уже записать. Поэтому сегодня мы окунемся в самую страшную часть интернета. И нет, это даже не Darknet, это браузерные флеш-игры. И не обычные браузерные флеш-игры, а детские браузерные флеш-игры. Но я думаю, вы понимаете, насколько все будет серьезно и жестко. Зайдя на первый же сайт с детскими флеш-играми, я увидел список фетишей, я имел в виду список жанров. Тут есть макияж, поцелуй, одевалки для... И это все игры для девочек, и думаю, с них мы как раз таки и начнем. Сайт называется «Детское время». И что же может ассоциироваться с детским временем? Конечно же, татуировки, беременность, больница, поцелуй. Да, это детское время. Ведь... это детское время, да. Ставь лайк, если в 6 лет тоже всем этим занимался. А также напишите в комментариях, какую татуировку вы набили себе в 6 лет. И первая игра у нас называется «Макияж для Рапунцель». Да-да, для той самой Рапунцель из диснеевского мультфильма. Как мы видим, игра не предвещает ничего плохого. Это самая обычная игра. Тут яркие цвета, сразу видно детская игра для девочек. Ну, не может она испортить впечатление о детском мультфильме. Ну, просто физически, я думаю, не может. Что может быть плохого в макияже? Давайте нажмем play. Какого хрена? Вырубай, страшно! Я знал, я всегда знал, что что-то не так с этими всеми диснеевскими принцессами. Они не могут быть такими красивыми, потому что они все из Диснея, из компании, которая находится в США. А США это загнивающий Запад, там разврат, фастфуд и так далее. Это по телевизору сказали. Вот я знал, фастфуд вот что делает с людьми. Вот так вот выглядят на самом деле все ваши диснеевские принцессы. Вот теперь живите с этим. Вот как вы после этого будете смотреть мультфильмы диснеевские, а? Знаете, давайте с макияжем пока что на этом закончим, потому что я не хочу еще больше портить себе психику, да и вам тоже, я думаю, не очень хочется. Давайте лучше перейдем в безобидную категорию доктор. Я думаю, все играли в детстве во врача, там, в доктора и так далее. Это безобидная игра, которая наоборот, типа, говорит, что быть врачом это круто и так далее. Давайте посмотрим, что же здесь имеется в виду под доктором. И первая же игра из этой категории называется «Эльза увеличила губы». Да-да, вы не ослышались. Эльза увеличила губы. Это игра про то, как губы надувают ботоксом. Детская игра, я повторюсь. Детская игра для девочек. Что? Да, возьмись ты. Серьезно? У нее усы! У нее усы! Ну все, теперь я точно не смогу нормально смотреть диснеевские мультфильмы, как раньше. Потому что каждый раз, как только я буду видеть диснеевскую принцессу, я буду вспоминать, что на самом деле она выглядит вот так, и у нее есть усы. Спасибо, флеш-игры. Спасибо. Как же хорошо, что я не играл в эти игры в детстве, потому что это был бы полный пиздец. Если вы думаете, что на этом все заканчивается, нет, дальше еще хуже. Круто, я уже вижу шприц в детской игре. Неплохо. Да, детская игра, смотрите, мы ботоксом набиваем губы. Вау, детская игра. Знаете, у меня есть ощущение, что эта игра скрытая реклама операции для увеличения губ. Потому что эта игра явно с детства показывает, что у девушек должны быть вот такие огромные губы. И для этого вам придется сделать операцию. Эта игра как будто прям с детства вбивает это в мозг. Вау, класс. Флеш-игры для детей 10 из 10. Отличные игры в доктора. И у меня вопрос. Вот они опасные игры. Где же ТВ? Где же РЕН-ТВ, которые кричат: игры убивают, видеоигры опасны для психики детей и так далее? Где же вы? Почему вы не снимаете репортаж про флеш-игры? Вот игры, в которые детям лучше не играть. Но вместо этого вы снимаете репортажи про КС, про Доту, которые изначально не делались для детей. То есть они не для детей, и вы тыкаете на это пальцем, говоря: это не для детей. Спасибо, мы и так знаем. А вот игры, которые говорят, что они для детей, но на самом деле они вовсе не для детей. По крайней мере, такое реально лучше детям не показывать. Ведь серьезно, если внимательно присмотреться, то можно найти здесь кучу пропаганды от татуировок до надувания губ ботоксом, беременности и так далее. Но видно, флеш-игры это не уровень хайпа ТВ. Для них нужны более-менее известные игры, как Fortnite, Dota, Minecraft и так далее. Ну ладно, давайте вернемся к флеш-играм. Следующая игра также про больницу, только игра теперь называется «Беременная Рапунцель скорой помощи онлайн». Окей, хорошо. Но у меня возникает сразу же один вопрос. Какого хрена с ней произошло?
то есть она беременная, у нее фингал под глазом и ссадина на груди. Мне кажется, или здесь стоит позвонить в полицию и заявить о семейном насилии, потому что другого объяснения фингалу и ссадины я не могу найти. И, кстати говоря, я кое-что хочу проверить. Ага, все нормально. Так, здесь все легально, здесь все легально. Ладно, я думаю, вы понимаете, что дальше я играть в эту игру не буду, потому что я и так, скорее всего, там зацензурю, хотя это не обязательно, но я не хочу, чтобы на мое видео налепили 18+, поэтому давайте посмотрим лучше на другие игры. К примеру, давайте поменяем категорию с доктора на категорию больница. Вау, это ж такая большая разница, наверное, сейчас будет в видеоиграх. Так, ух ты ж, это игры для девочек, детское время, окей. Миньон после аварии. Мне вот интересно, в какую же аварию попал этот миньон, потому что я вижу стрелу, пулю, ракету, топор. Я точно играю в детскую игру, потому что я вижу искалеченного миньона с кровью. Какие же добрые флеш-игры для детей. Вау. Ладно, еще игры по типу больница для кошек. Окей, это выглядит безобидно. Но экстренная хирургия, серьезно, вот эта вот детская игра, я в этом сильно сомневаюсь, но давайте посмотрим. Так, окей, мы его усыпили. Ага, шприц. Детская игра, шприц, хорошо. Все нормально, шприцы это нормально для детей. Каждый день они их видят. Угу. Фигня какая-то, растираем. Маркер, ну да. Рисуй, блин. Прошу прощения. О, скальпель, разрезаем плоть, детская игра. Да, угу. Теперь раздвигаем. Угу. Да, детская игра. Все, ладно, хватит с меня разрезания людей, беременности и так далее. Давайте лучше посмотрим на лечение зубов. Так, вампир Анжела у стоматолога. Выглядит просто ужасающе. Я бы не сказал, что это игра для детей. Эльза у стоматолога. Вы посмотрите на ее лицо. Это просто пиздец. Дантист для милой панды. Посмотрите на ее лицо. Какая нахрен милая панда? Что это с ее лицом? Это еще страшнее, чем разрезание людей, походу. Должен признать, некоторые игры довольно-таки забавные. Но я не уверен, что их все-таки можно назвать детскими. Но они реально забавные, по крайней мере их тупостью. Далее я обратил внимание на две категории. Поцелуи и любовь. Почему эти две категории отдельно? Хотя изображено одно и то же. Как интересно, что же имеется в виду под любовью? Так, и тайные поцелуйчики. Поцелуй у бассейна. Угу. Ну давайте посмотрим. Хрен с вами. Click and play kissing games. Это точно детская игра? Это можно на ютубе показывать? Вау, какая веселая игра. Что за тупость? Окей, ладно. Тайные поцелуйчики. То же самое, что ли? Типа нужно втихаря целоваться? Что происходит? Окей, ладно, все, хватит с меня ваших детских игр. Не-не-не, спасибо, все, хватит. Особенно этих игр для девочек. Я боюсь представить, что там в играх для мальчиков, там, наверное, будет просто кровь, кишки. Потому что если здесь нам показывали кровь, шприцы, миньона побитого, точнее, при смерти.
Не, ребят, все, с меня хватит флеш-игр, я не вынесу этого. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, там колокольчик, все дела. Ну, короче, всем пока.